В этом выпуске возвращение Трусовой в Хрустальный может разрушить планы Туктамышевой. Глехингау скались. Куда ты дел такие хорошие проги? Иностранцы о программах для Валиевой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова очаровала своих фанатов. А теперь обо всем по порядку. Возвращение Трусовой в Хрустальный может разрушить планы Туктамышевой. Новая старая звезда российской фигурки Елизавета Туктамышева наслаждается райским отдыхом на Мальдивах и восстанавливает силы перед сезоном, в котором ей предстоит отбираться на Олимпийские игры. 2 раза подряд выполнить эту задачу не удалось, но вторая спортивная молодость, которую переживает императрица, дала и ей и ее болельщикам надежды на столь желанную путевку в Пекин. Однако в мечты об олимпийском будущем вмешалась Александра Трусова. Сможет ли ее возвращение к Этери Тутберидзе повлиять на планы Туктамышевой? В минувшем сезоне расстановка сил в женском катании получилась неоднозначной. Примой стала Анна Щербакова, единственная взрослая ученица Тутберидзе, но юниорка Камила Валиева неустанно дышала ей в спину. Девочка на шаре считалась второй лишь из-за возраста, не позволявшего соревноваться на международной арене. В следующем году Камила выйдет во взрослые и вполне может выиграть Олимпиаду. Как, впрочем, и Щербакова. С этими 2 путевками, кажется, все решено уже сейчас. Ученицы Тутберидзе заслужили неприкосновенность как собственным трудом, так и принадлежностью к правильному тренерскому штабу. Трусова же в сезоне 2020-2021, хоть ничего и не потеряла в плане катания и техники, внезапно оказалась в немилости судей. 2 безупречных проката на чемпионате России дали ей лишь 3-е место и показали, что баловать плюшками ангелов Плющенко никто не собирается. На этом фоне очень своевременным оказался расцвет Туктамышевой, которая, переболев вирусом, умудрилась вернуться в прекрасную форму, восстановить триксель и взять с ним серебро чемпионата мира. Медаль получилась не только не случайной, но и отливающей золотом. Если бы судейство в фигурке было загнано в более строгие рамки, расстановка мест на пьедестале могла бы оказаться другой. Поездка на Олимпиаду у Туктамышевой случится либо сейчас, либо никогда, но бороться в следующем сезоне будет значительно сложнее. В этом году у нее по факту были лишь 2 соперницы, Щербакова и притесняемая судьями Трусова. Но и в такой борьбе путевка на чемпионат мира нашла свою обладательницу лишь после финала Кубка России. Следующей зимой Лизе предстоит бороться с целой командой Тутберидзе, в которой, помимо Валиевой, на взрослый уровень выйдут еще и Усачева и Хромых, а также козырять восстановленным трикселем будет Алена Косторная. Однако в нынешних реалиях спортсменкой, которая не пустит Туктамышеву на Олимпиаду, видится именно Трусова. Кто бы что ни говорил, сотрудничество с Плющенко пошло русской ракете на пользу, до долгожданного трикселя так и не случилось, но четверные остались на месте, травма залечена, скольжение улучшено. Пройдя небольшой апгрейд, Трусова вернулась в родные пенаты, чтобы в самый важный для себя сезон иметь то, что стоит дороже четверных – статус ученицы Тутберидзе. Теперь при прочих равных преимущество будет на ее стороне, а Елизавете придется прыгать свои 3,5 оборота выше головы, чтобы снова не стать чужой на празднике российской фигурки. Если сравнивать спортсменок исключительно по контенту, то Щербакова, Валиева и Трусова превосходят Туктамышеву даже без своего привилегированного положения. Исправить ситуацию может четверной прыжок, который должен появиться в арсенале императрицы. Туктамышева уже рассказывала, что учит четверной лупс, однако ранее она также рассказывала про тулуп и сальхов, блеснуть которыми так и не смогла. И хотя Лиза раз за разом доказывает, что сомневаться в ней не стоит, выучить и запрыгать квад к Олимпиаде в 24 года – это что-то из области фантастики. Главным оружием Туктамышевой, скорее всего, останется тройной аксель, и тогда ее сможет обойти еще и Алена Косторная, которой этот же прыжок уже не раз приносил победу над более техничными соперницами. Если императрица сможет отобрать у неприкасаемого Хрустального 1 билет в Пекин, это станет триумфом вне зависимости от ее дальнейших успехов или неудач.
Но даже просто попасть на Олимпиаду в составе сборной России сейчас сложнее, чем выиграть ее. Глехенгаус Кались. Куда ты дел такие хорошие проги? Иностранцы о полотне для Валиевой. 2 года назад воспитанница группы Тутберидзе Камила Валиева привела в восторг внучку художника Пабло Пикассо Диану. Катание россиянки в образе девочки на шаре из одноименной картины стало для женщины благословением. Сегодня иностранные болельщики называют этот номер лучшей программой Валиевой и предлагают спортсменке вернуть его к Олимпиаде в Пекине. В комментариях на американской платформе Reddit фанаты не забыли отметить хореографа Даниила Глейхенгауза, главного творца, которому они обязаны за то, что миру явилась фигурно-катательная версия полотна Пикассо. Это ее лучшая программа. Вот бы она вернула ее на Олимпиаду, и, пожалуйста, никаких больше болеро. Когда я впервые увидела, как Камила откатала девочку на шаре, у меня буквально поползли мурашки по коже, она такая талантливая. Я желаю ей всего наилучшего. Эта программа была супер креативной и индивидуальной. Дэнни Джи Кались куда подевал хорошие программы. Что вы такого увидели в этой программе? Я никогда не понимал любовь фанатов к этому номеру Камилы, но может быть я чего-то не понимаю, так объясните. По концепции эта программа больше подошла бы парникам или танцорам. Камила была бы воплощением хрупкости и одновременно уравновешенности, а партнер, под стать мужчине с картины, олицетворял бы силу, защищающую ее. В этой программе я увидел только позу, как на картине. И это все? Что там происходит? Она передает какие-то эмоции. Какая история кроется за всем этим? Я никогда не читал никаких официальных толкований, поэтому даже не в курсе. По хореографии ничего не могу расшифровать. Я никогда не был большим фанатом этой программы. Камила – милашка, а ее работа ног великолепна, но музыка очень скучная, и я не вижу, чтобы она передавала какой-то образ, только начальную и финальную позу, как на картине. Олимпийская чемпионка Алина Загитова очаровала своих фанатов. Спортсменка опубликовала фото в маске в сторис, а команда фигуристки выложила снимок в Инстаграме. Одна из подписчиц написала, что глаза спортсменки берут сердце в плен. Когда-то впечатлили слова Этери Георгиевны. Казалось, что они хотят зацепиться за меня. Из каждого фото эти красивейшие, умные, добрые глаза Алины проникают в душу. Заново берут сердце в плен. Еще одна подписчица отметила: «Какое доброе утро, с нашей красавицей». Многие желали спортсменке хорошего дня, но были и те, кто отметил, что с нетерпением ждет от фигуристки новых программ. Все вместе следим за нашей любимкой, ждем от Алины новых программ. Самого доброго утра и прекрасного дня, Алиночка, красавица ты наша небесная.